Добрый день всем. Если меня слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Отправьте плюсик в чат, если есть связь. Привет, привет всем. Все отлично. И слышимость хорошая, значит. Наконец-то устранили эти технические неполадки через 2 недели. Поэтому сегодня будем делать рекап не текущей недели, а прошлой недели, чтобы не было как бы срыва в цепочке. А завтра будем делать уже рекап этой текущей недели. Хоть уже так, эта неделя, она закончилась, но все равно, я думаю, будет интересно многим, как вообще осуществлялась доставка цены в рамках алгоритма. Спасибо, спасибо, Евгения, спасибо. Итак, у нас начать заново. Будем разбирать вот эту неделю, не текущую, а прошлую неделю. Кто смотрел стрим, да, который был еще, когда это, в общем, до этого стрима, когда вот этого всего еще не было, мы делали с вами прогноз. Так, сделаем вот такие, вот это. Так как это было начало месячного цикла, да, первая неделя месяца была, и в конце этой недели мы делали с вами рекап, и там я говорил то, что целью на следующей неделе будет у нас вот этот лоу, этот лоу, и отсюда цена может развернуться, и мы продолжим лонговое движение. Если кто не смотрел, рекомендую посмотреть этот рекап. Прямо в начале эфира мы делали прогноз, и как раз прогноз заключался именно вот в этом. Да, спасибо. Так, и как ожидания были такие, и если посмотрим, как вообще отработала неделя, как раз-таки вот мы забрали ликвидность 3 недель, и цена обратно развернулась. Если посмотрим внутри недельного цикла, сейчас. Так. Вот так сделаем. И теперь посмотрим на недельном таймфрейме. Так, вот этого еще не было здесь. Вот, теперь правильно. Так. Неделя у нас вот закрылась вот таким вот образом. И если посмотреть теперь на недельном таймфрейме, что мы имели? Мы имели здесь имбаланс, FVG, Fair Value Gap, недельный. И внутри этого недельного гэпа находился вот этот свинг. Он был как раз-таки ликвидностью. И после сбора этой ликвидности можно было на 4-часовом таймфрейме наблюдать, как будут закрываться свечи. Если здесь цена после того, как зачистит эту ликвидность, и нам покажут закрытие свечей, да, candle closures, закрытие свечей в направлении основного тренда,
то можно было уже смело торговать в лонговом направлении, потому что наш байс недельный, месячный и внутри дневной, он был бы лонговый, то есть бычий. И это движение было бы всего лишь откатным движением. Так, теперь если рассмотреть внутри недельного цикла, как вообще все это формировалось. Вот это движение как раз-таки достигло здесь своего пика, да. Мы видим вот по стандартным отклонениям цена достигла 4 диапазона 4 и 4,5 отклонения по STDV. Это значит, в большинстве случаев это максимум движения. И в большинстве случаев на индексах цена разворачивается именно на этих диапазонах. И мы видим, что отсюда как раз-таки цена развернулась. Но перед этим мы сформировали здесь консолидацию. Вот она. Можно сказать, аккумуляцию, можно сказать. Это была аккумуляцией. И внутри теперь месячного цикла нам надо всегда делать анализ, начиная от старшего таймфрейма. И этот старший таймфрейм в большинстве случаев будет у вас месячный таймфрейм. И поэтому, если вы будете опираться на месячный PO3, так, PO3, Power of 3, месячный, да, то у вас уже байс по отношению к неделям более-менее уже будет понятный. А когда у вас есть уже недельный байс, то внутри дня торговать будет гораздо проще. И тут как раз-таки мы видим, что это первая неделя месяца. Значит, здесь уже сформировалась аккумуляция. И по квартальной теории мы можем предполагать, что этот месяц формируется через AMD X модель. Несмотря на то, что вот манипуляция начала сразу внутри Q1. Так, вот это все сейчас я уберу. Вот. Это внутри Q1. Такое тоже случается. Если делаете анализ, вообще если работаете по квартальной теории, то такое случается. Цена никогда не обязана входить в рамки квартальной теории. Манипуляция может начаться иногда чуть раньше, чем Q2. И в этом ничего страшного нету. Самое главное, чтобы увидеть вот это движение, что после аккумуляции происходит манипуляционное движение. И опираясь теперь на PO3, мы знаем, что после аккумуляции всегда следует манипуляционное движение. Зная теперь закон формирования PO3, мы можем легко идентифицировать вот это движение как манипуляционное движение. А если это манипуляционное движение, то оно должно развернуться, да, отпой. Либо это будет имбаланс, либо это будет ордер блок от старшего таймфрейма. Если посмотрим теперь на недельном таймфрейме. Так. Так, недельный, вот дневной теперь. Так, дневной таймфрейм. Здесь у нас находится, да, недельный имбаланс. Не недельный. Так, да, недельный как раз таки, отметим это. Weekly. И это, значит, будет у нас ключевым уровнем. Теперь, по отношению к новой неделе у нас сценарий будет, два сценария было бы.
Первый сценарий — это продолжение шортов. Да. Если это шорты продолжатся, это движение, то цена должна сделать ребаланс вот этого рейнджа. Потому что мы здесь сформировали сильное смещение, и сформировался рейндж, и цена обязана всегда ребалансировать перед тем, как продолжит вот это все движение в шорт. И в понедельник у нас рабочий рейндж был бы рейндж пятницы. Вот. Нам нужно было просто определить премиум дискаунт этого диапазона и ожидать продолжения шортов в этом направлении, потому что мы еще не достигли вот этого лоу. Даже по MMXM модели здесь, если бы делали бы анализ, цена еще не достигла своего таргета. И в начале недели, если цена не зачистив эту ликвидность развернется, то она обязательно вернется к этому уровню. Плюс на дневном таймфрейме, если будем делать анализ, так, вот здесь у нас есть сильный уровень сопротивления в виде rejection блока вот этого. Вот он. Этот rejection блок с большой вероятностью можно было предполагать, что цена не... Вот именно этот rejection блок не даст цене дальше упасть сразу. Потому что это protected low, защищенный low. И цена с большой вероятностью развернется отсюда в начале недели. И как раз таки мы увидели именно это. Начинается вот новая неделя. И в понедельник, я часто повторяю, да, и когда у вас есть в понедельник уже сформированный рейндж от пятницы, то нужно работать именно с этим рейнджом. В нашем случае как раз таки вот этот рейндж. Вот пятница. Здесь high, здесь low. Именно работаем с этим рейнджом. Нам нужно просто отметить здесь в премиуме POI, допустим, вот сделаем, вот на часовой таймфрейм я переведу. И вот как раз таки в премиум массиве у нас находится что? Есть вот этот имбаланс мы не берем, потому что он находится прям на границе между дискаунтом и премиумом, поэтому мы с ним не работаем. Мы будем брать, вообще должны брать вот этот имбаланс, fair value gap, либо же вот этот order блок. Теперь, зная закон, допустим, либо правило, можно сказать, order flow, то вот этот order flow, этот order блок не должен дать цене пробить этот диапазон. Если цена еще находится в медвежьем order flow, то мы знаем, что если цена находится в медвежьем order flow, то бычьи order блоки, они будут сильными уровнями сопротивления, и цена будет отталкиваться именно от этих бычьих order блоков и будет продолжать падать вниз. Поэтому этот order блок и вот этот имбаланс — это ключевые наши уровни в работе внутри понедельника. Внутри понедельника. Теперь на М15 рассмотрим, как начиналась неделя, понедельник, как начинался. Мы видим то, что здесь внутри Азии цена после откатного движения, она пошла в консолидацию. И здесь уже начинается лондонская сессия. Сейчас я включу daily кварталы. Да, как раз таки вот тут в Q2 что цена делает?
Сейчас я S&P 500 тоже включим, чтобы было с чем смотреть и делать анализ. Мы видим то, что на S&P 500 цена не забирает sell-side Азии, но на NASDAQ цена забирает sell-side Азии, и таким образом у нас тут формируется SMT. SMT формируется между сессиями уже. Между сессиями. И этот SMT является очень сильным сигналом, так как цена, мы знаем то, что цена должна прийти в премиум, у нас формируется SMT между сессиями, и это сигнал, что тренд здесь от шортов переключается к лонгам. Изначально у нас вот тут уже было SMT сформировано, но это было на прошлой неделе. Так как это уже новая неделя, мы всегда учитываем, что происходит внутри новой недели. И если даже делать анализ теперь по MMXM модели, то вот тут у нас формируется SMR-зона. SMR-зона. Так, это 15-минутный таймфрейм. Вот тут у нас уровень цист. Цист был. И после этого вот здесь у нас слом структуры был подтвержден. И после слома цена делает откатное движение. Куда? В дискаунт в первую очередь. И в дискаунте мы тестируем этот имбаланс плюс брейкер-блок вот этот. И цена здесь вот как раз-таки от этого диапазона вот отталкивается, начинает свое движение, сформировав SMT и как раз внутри азиатской, лондонской сессии. Тут можно было бы рискнуть, поймать это движение. Как только было сформировано SMT дивергенция между сессиями, на младший таймфрейм нужно было спуститься и там попробовать поймать слом структуры. Самый вообще легко торгуемая сессия — это лондонская сессия, это лондонская килл-зона, потому что внутри нее цена всегда, да, в большинстве случаев формирует чистые сломы и формирует чистые дисплейсменты. Вот даже сейчас, если разберем этот момент, вот тут у нас был слом структуры через МСС. Так, это минутный таймфрейм. На минутном таймфрейме, так, слом был здесь. И что самое важное, мы всегда должны увидеть сигнал алгоритма. Сигнал того, что разворачивается тренд. Этот сигнал у вас будет всегда displacement candles. Это называется displacement candles. Когда у вас формируется серия однотипных свечей, которая делает смещение в структуре. Вот как раз таки здесь можно увидеть это смещение. Вот раз, два, три, четыре, пять. В большинстве случаев будет серия вот таких из 5, из 4 свечей, и одна из них будет очень большая. Это будет явным признаком дисплейсмента. Когда вы такое увидите, вы можете смело уже отмечать эти свечи за displacement candles. Такое формирование свечей дает вам сильное подтверждение слома. Вот как раз таки вот этот слом МСС, он подтверждается этим дисплейсментом, этими сериями бычьих свечей. И самый идеальный момент был бы для входа именно здесь поймать вот это движение. Допустим, вот на откате в диапазон этого имбаланса можно было бы поймать лонговое движение. Потому что у нас уже здесь была сформирована SMT-дивергенция между сессиями, был слом. После слома у нас вот подтвердили
слом через Displacement Candles, весь набор у нас уже есть. Остается просто здесь рискнуть и войти в позицию. Допустим, если кто-то и зашел здесь, да, куда нам можно было бы здесь таргетироваться? Если мы посмотрим теперь вот на левую сторону нашего графика, мы можем увидеть то, что здесь прям явно было сформирована ликвидность, зафармена, да, как некоторые говорят, фармили ликвидность. Ликвидность фармили, low resistance ликвидность, вот она. И когда такое у вас с левой стороны есть, это еще одно подтверждение тому, что движение в лонг с большой вероятностью будет, потому что алгоритм уже здесь создал для себя почву. Вот тут накоплена ликвидность. И эта ликвидность называется low resistant. В этом случае первым таргетом у вас должен быть вот этот уровень, где находится equal ликвидность, то есть равные хаи. Эта ликвидность должна быть первоочередной для вас. Если вы будете работать на будущее, да, не цельтесь сразу на этот хай. Не надо. Цельтесь на равные хаи. Вот в этом случае у вас take profit на 90% отработает. Если вы будете целиться на один хай, вот этот, он может быть просто protected, защищенным хаем, и цена может просто подняться к этому уровню и отсюда развернуться. Поэтому надо целиться на равные хаи. Валейкум ассалам. Хадиджа, сестра, как вы? Вообще вас не видно в группе. Так, это сейчас отключим. И здесь плюс еще. Так, 4-часовые. Так, недельно отключим. Оставим 4-часовые свечи здесь. Итак, допустим, зашли. Стоп ставим за этот swing low, который сформировал SMT-дивергенцию. И попробуем. Есть. И вот тут, пожалуйста, 1 к 5 у нас был бы профит уже в кармане. Но главная цель у нас все еще находится здесь, выше. Выше. Ну, если кто-то торгует, да, строго внутри киллзон, то вот, пожалуйста, здесь самая отличная отработка. Затем пропускаем лондонскую сессию, допустим, мы здесь отработали, и смотрим уже, ожидаем нью-йоркскую сессию. Нью-йоркскую сессию. И мы видим, а если кто-то и оставил, допустим, свой таргет, здесь кто-то если зашел, то логично было бы целиться на этот имбаланс часовой. Вот этот. FEG часовой. Так, здесь начинается нью-йоркская сессия. Итак, сделаем вот так. И перейдем на M1. И здесь разберем. Так, у нас здесь начинается Нью-Йорк. Нью-Йорк. Мы здесь как раз-таки уже находимся в диапазоне 0.5 эквилибриум от нашего рейнджа. И с открытием нью-йоркской сессии цена делает сразу движение в медвежьем направлении, чтобы сформировать ложное движение. Вот это было ложным движением. У нас этот день
хоть и London Reversal, да, с большой вероятностью, то если London Reversal, в начале нью-йоркской сессии, когда открывается нью-йоркская сессия, цена должна сделать одно откатное движение и потом продолжить движение в лонг. Так, здесь М1, вот все М1. И смотрим, было ли у нас тут SMT дивергенция. Так, здесь М15. Сейчас перейдем тут тоже на М15. Мы можем увидеть, здесь уже есть SMT дивергенция. Вот она. Как раз таки S&P 500 делает глубокий откат, а NASDAQ нет. Он удерживается вот с этим имбалансом. И наш ордер-блок, вот этот медвежий, не дает цене упасть ниже. И это подтверждает наш бычий ордер флоу. Так, это ордер блок. Вот он. Это ордер блок. Поэтому надо заранее отмечать хотя бы на М15 свои пои до начала нью-йоркской сессии. И вот смотрите, если вы уже отметили бы здесь свои пои, у нас тут диапазон ордер блока, вот, а тут диапазон имбаланса. 15-минутный имбаланс есть. Вот он. И где как закрываются свечи телами. Телами закрываются внутри диапазона от FVG, но фитилем касается ордер-блока. И если мы разделим на квадранты этот диапазон ордер-блока, то как раз-таки можно увидеть, цена сделала тест 0.25 уровня, это ее FED, что является еще одним дополнительным подтверждением алгоритмического ценового движения. И на М1 здесь уже можно было бы входить в позицию. Вот это был бы у нас цист уровень. Так. И от теста этого диапазона. Диапазон 15-минутного имбаланса тоже можно разделить на квадранты. Вот. И поставить просто лимитку. Либо дождаться, когда цена сделает тест этого уровня 0.25 и телом закроется выше. Это будет последним сигналом, что уже можно входить. То есть это последний сигнал. И после этого уже можно смело входить. Это уже потому, что алгоритмическая сигнатура. Это сигнал. И вот как раз таки здесь мы видим, цена делает тест этого уровня 0.25 и телом закрывается выше. Окей, мы зашли, допустим, в позицию, и куда нам целиться? Целиться здесь можно на этот имбаланс, на ровно 0.5 уровень. Либо на этот ордер-блок, на границу этого ордер-блока. Смотрим, что у нас здесь находится. Есть ли какая-то ликвидность тут? Мы видим, что вот в диапазоне, внутри диапазона этого имбаланса есть вот тут, видите, равные хаи. То есть это equal liquidность. В таких случаях надо целиться именно на эти равные хаи. Окей. Так. Мы вошли в позицию. Так, длинная. Отсюда можем поставить наш RR и сюда. 1 к 6 показывает у нас. Стоп ставим за этот лоу, потому что здесь уже сформирована SMT-дивергенция, и если вы будете прятать свой стоп-лосс за лоу, который формирует SMT, он будет гораздо надежный. Очень редко цена делает свип таких свингов. Поймали стоп.
Окей. И здесь многие, наверное, подумали бы, почему здесь я то есть зашел, и в чем здесь ошибка была? В чем здесь ошибка была? Кто знает? Ошибка была в том, что мы здесь зашли в премиуме. Премиум. Когда цена находилась еще в премиуме, мы уже вошли в позицию. Поэтому надо всегда учитывать эти моменты. Если вы торгуете, многие пишут, допустим, вы определили свой байс правильно, но вот время входа, оно может быть неправильным. Теперь. Так. Удалю это все, вот это тоже. Удалим. И это тоже, и это тоже. Надо всегда работать с dealing range. Dealing range это локальный range. Не глобальный, а локальный range. То есть dealing range это range между свингами, которые зачищала ликвидность. То есть здесь, если посмотреть, вот тут, надо всегда измерять вот эти колена. Допустим, вот это движение от high к low. Вот сюда. Видите, цена здесь сбалансировала. Она сначала сформировала high, потом спустилась в дискаунт и дальше ушла, движение дальше ушло. Окей. Затем уже тянем опять наш dealing range, то есть наш премиум и дискаунт выше. Так, вот это все уберем. И мы видим, когда мы здесь заходили, цена еще находилась в дискаунте. Ошибка большинства заключается именно в этом. Это преждевременный вход. Если вы будете учитывать в своем анализе премиум дискаунт, то стопы, они гораздо сократятся у вас. Надо правильно определять наш dealing range. И уже от дискаунта, вот тут, если мы перейдем на М15, здесь у нас будет еще один имбаланс. И цена спустилась в дискаунт как раз-таки вот для ребалансировки этого имбаланса. Вот оно. Так. Это. Вот. Вот этот имбаланс, видите? Сначала цена сделала смещение, затем вернулась, коснулась. И вот как раз-таки вход после теста этого имбаланса у нас был бы самым правильным. Даже вот здесь можно сразу заходить, вот отсюда. И стоп уже выдвинуть сюда. Так, сделали тест. И теперь можем также целиться на М1. Так, куда это было? Равные наши хаи. Вот сюда. Take profit сюда. И здесь уже и РР будет лучше. И диапазон у нас будет уже сбалансированным. Так, забыли длинную позицию поставить здесь. Вот. Я видел одно интервью, трейдер, старый очень трейдер, американец, дедушка такой, и очень знаменитый, популярный трейдер, просто забыл его имя.
И как раз таки у него спрашивали, да, что бы вы порекомендовали бы новым трейдерам, да, кто приходит в эту отрасль, ваши рекомендации. И он сказал просто: трейдинг, он состоит только из двух массивов, то есть из двух вещей. Это премиум и дискаунт. Цена всегда находится либо в премиуме, либо в дискаунте. И вы должны торговать, если цена находится в премиуме, вы должны торговать в шорты. Если цена находится в дискаунте, вы должны торговать лонги. Все, это и есть трейдинг. И как раз таки, если вы научитесь правильно отмечать премиум и дискаунт массивы, определять правильные дилинг-ренджи, то там уже больше ничего сложного особенно не останется. Потому что действительно цена делает одну только вещь. Она всегда делает ребалансировку премиума и дискаунта. Ключевой момент — это правильно всегда отмечать эти диапазоны. Вся сложность именно в этом. Итак, вот у нас здесь получается 2 тейка и 1 стоп. Учитывая, что один у нас, так, это 1 к 5, а это 1 к 7 и 1 стоп, это ничего страшного такого вашему депозиту не было бы. Да? Получается RR 1 к 12 здесь, общий RR. И таким образом здесь уже вот нью-йоркская сессия, цена достигла премиума, дальше уже можно было не торговать. И мы видим то, что после касания как раз-таки часового имбаланса цена развернулась. И здесь вот это смещение, это уже displacement был. Это уже displacement был. Можем увидеть дальше, если прокрутить. Начинается здесь уже ланч-сессия. И вот цена ушла в консолидацию. Посмотрим, как кто-то отторговал в понедельник. В понедельник я не торговал, но торговала Евгения. Вот как раз здесь она отмечает equal highs. Здесь она отмечает уже SMR, MXM модель. И вот ее торговля. Опа. Это лондонская сессия, по-моему, здесь еще. Это Лондон она торговала. Да. Так. Затем это уже Ирина. Вот. Тоже лондонскую сессию. После СМР. Если вы обращаете внимание, то что разные люди, но видят график одинаково. Отмечают все ровно то же самое, что и у Ирины, и что и у Евгении. Вот здесь отмечено вот все также одинаково. Так, это Серджио. Тоже поймал лондонскую сессию. Он в самом начале даже поймал на часовом таймфрейме. Таким образом, понедельник вот так наши студенты отработали. Так, а это обзор первого дня в индексах. Неплохо за первый день. Если спросите, зачем не поставил стоп-лосс, то ПКТ точно знал. Спасибо Мунису за все. Наконец-то кайфую, когда вижу каждое движение алгоритма. Архан, это Архан, он торговал на крипте, но потом перешел на индексы. Вообще почему я сам торгую? Потому что реально индексы, они движения на индекс это очень интересные по сравнению с другими активами. И концепция Smart Money работает на индексах лучше и точнее. И поэтому я и сам торгую. И когда даже рекомендую торговать на индексах,
просто попробовать кому-то. И когда люди пробуют поторговать на индексах, то потом уже они на другие активы не переходят. Потому что индексы реально работают по-другому. Человек подсиживается на это. Итак, понедельник вот таким вот образом мы отработали. И теперь вот здесь ключевой момент. Здесь ключевой момент. У нас понедельник сформировался. Сейчас давайте доведем день до конца. Так, на М15. На М15. И как раз мы видим, цена находится здесь уже в премиуме. Но тест ордер блока был незначительным. Вот. Цена даже не коснулась диапазона этого ордер блока, вот этого. То есть, значит, цена еще не достигла своего таргета в понедельник. И теперь тут мы можем подключить именно в понедельник, что можно подключать недельные профили. Да? Здесь уже можно сопоставлять, какой сценарий может произойти дальше. Если у нас цена, мы помним, да, что вот это у нас глобальный таргет, вот этот low, вот этот low. И цена находится в диапазоне вот тут rejection блока. Теперь сейчас доведем этот день до конца. Все, здесь день закончился. Теперь переходим на D1 и смотрим. Так, можем даже на H4, вот тут. Смотрим. Так, что здесь может произойти? Здесь может произойти отложенная доставка. Почему? Потому что цена еще находится внутри фазы манипуляции. И вот это движение в лонг – это откат. Это откат. И теперь, прикидывая недельные профили, если у нас, допустим, вот тут уже в конце понедельника мы просто должны делать анализ, прикидывать, если у нас будет дальше формироваться профиль CEP, Classic Expansion Week, то вторник должен свипнуть ликвидность понедельника, должен потом коснуться POI, и оттуда должно начаться падение вот к этой ликвидности. Вот она, ликвидность наша, вот здесь, вот эта линия, потому что мы еще не достигли. И таким образом вот это движение, оно может быть еще и отложенной доставкой. Вот тут мы не можем, а нужно уже именно таким вот образом анализировать. То есть вероятностями, прикидывать вероятности. И потом уже вот во вторник смотреть, как цена будет формировать ликвидность. Окей, вот азиатская сессия. Мы пришли опять здесь к диапазону 15-минутного имбаланса, но мы здесь зачистили вот так ликвидность, вот эту ликвидность. Это была зачисткой. Вот внутри вот этого движения это тоже была отложенной доставкой. Таргет был вот этот ордер-блок, но не доходя этого ордер-блока, цена развернулась, поставила на паузу свою доставку, отложила в сторонку и вернулась обратно, чтобы заправиться ликвидностью. И как раз таки мы видим то, что вот эта ликвидность, как только была зачищена, цена закрывается внутри этого диапазона. Тут еще можно делать анализ через концепцию Double Purge. Да? Вот этот диапазон у нас. Вот. И что происходит? Как только вот одна сторона была зачищена, Double Purge, мы сразу смотрим в противоположную сторону. Если здесь Low Resistance ликвидность, мы видим вот хай, этот хай, и здесь вот равные хаи. Если сейчас отключу сессии, можно еще лучше будет видно. Так, да, вот. Видите, Low Resistance ликвидность есть. Это еще дополнительное подтверждение через Double Purge. Зачистили сначала sell side, теперь осталось зачистить buy side. И после зачистки buy side
Вот тут нам нужно быть уже осторожным. Это первое. Второе. Так, сейчас оставлю до нью-йоркской сессии. Так, где 9:15? Вот отсюда. Сейчас. Теперь, если делать анализ именно вторника через квартальную теорию, мы видим, что внутри Азии было сильное расширение, значит, это было X, а внутри Q2 было аккумуляцией, значит, X, AMD формируется дневная модель. И мы должны теперь здесь увидеть одну манипуляцию именно в сессии Нью-Йорка. Вот как раз-таки вот этот индикатор показывает X, AM и D дальше быть. Значит, в Нью-Йорке мы должны увидеть одну манипуляционное движение и затем разворот. Вот, пожалуйста, как раз-таки здесь произошло вот это манипуляционное движение, и мы как раз-таки коснулись этого ордер-блока, полностью сбалансировали его, и отсюда цена развернулась. Это 15-минутный таймфрейм. Если мы просто дождались бы вот это закрытие вот этой 15-минутной свечи, она уже нам рассказала бы о многом. Вот. Мы сначала сняли ликвидность, протестировали ордер-блок и закрылись внутри рейнджа. Плюс у нас здесь была аккумуляция, манипуляция, и значит что? Дальше будет дистрибуция. Дальше будет дистрибуция. И идея, то, что мы, допустим, если так думали бы, вообще рекомендую, да, направляю вас, как надо правильно мыслить. Вот, в понедельник, если у нас неделя будет формироваться по профилю Classic Expansion Week, то вот наш сценарий здесь отрабатывает. Мы забрали buy side понедельника, и цена закрылась опять внутри рейнджа. И как раз здесь у нас X, аккумуляция, манипуляция. И ожидается, значит, дистрибуция. Дистрибуция будет ровно в противоположную сторону от манипуляции. Если у нас манипуляция была в long, дистрибуция будет в short. Теперь на младшем таймфрейме нам здесь нужно увидеть слом структуры через MSS либо через CIST. Вот, пожалуйста, здесь у нас серия бычьих свечей, вот две свечи. Это у нас будет уровнем CIST. И мы видим, что вот здесь свеча закрывается телом ниже этого уровня. И нам нужно теперь просто дождаться ретеста этого диапазона и открыть позицию. Вот тут у нас как раз-таки формируется имбаланс у нас. Это displacement candles, о котором мы уже говорили. Вот раз, два, три, четыре. 4 серии медвежьих свечей формируют смещение. И тут, вот смотрите, интересный момент такой. Цена, не доходя до этого уровня, до этого имбаланса, она уже делает сразу смещение. Это еще один дополнительный сигнал. У нас, значит, формируется breakaway gap. Когда формируется breakaway gap, это будет сигналом, что цена точно пойдет уже в этом направлении. И это движение будет агрессивным. Формирование breakaway гэпов сигнализирует о будущем агрессивном движении. Когда цена не тестирует этот имбаланс, это говорит о том, что алгоритм торопится доставить цену быстрее к определенной точке, либо к определенной ликвидности. И поэтому алгоритм не тратит время на тест этих гэпов. В таких случаях, когда у вас, когда у вас формировался вот displacement candle и здесь имбаланс, то лучше всего, да, открыть позицию с минимальным лотом от теста этого уровня циста. Либо поставить просто лимитку сюда. Вот в этой, когда еще вот такая картина у нас есть, потому что когда мы уже здесь
распознали, да, аккумуляция есть, манипуляция вот случилась, и цена после манипуляции вошла в фазу дистрибуции. А внутри фазы дистрибуции цена э, иногда агрессивно двигается и не делает глубоких ретестов, то есть коррекций. И чтобы не упустить свою возможность, лучше открыть с минимальным депозитом, да, от теста брейкер-блока. От теста брейкер-блока, либо от теста вот этого циста. Просто ставите лимитный ордер на продажу. Если даже цена не сделает глубокий откат, вы уже будете в позиции. Если цена сделает еще глубже откат, то вы, наоборот, можете еще дополнить. Если здесь открыли с маленьким депозитом, тут можно добавить. Допустим, здесь открыли 0.01, и тут, когда цена, если вернулась, еще глубокий откат сделала, можно еще добавить 0.01, и все. И таким образом вы рискуете минимально, но зато ловите это движение. И теперь, куда нам таргетироваться здесь? Да? Знаю. Теперь вот тут надо всегда системно смотреть на график комбинированно. Так, сейчас на M15, на M5. Глобально, вот такая у нас картина. И мы видим то, что цена находится в фазе от старшего таймфрейма медвежья доставка. Вот это у нас откат был. Это откат был. Зная, что у нас вот здесь находится глобальный таргет, мы можем таргетироваться в этом направлении на low resistance ликвидность, либо на равные equal highs, либо equal lows. Здесь уже мы должны отмечать equal lows. Вот смотрите, здесь у нас ликвидность есть, и потом вот тут low resistance ликвидность накоплена. Вот она. Если мы бы первый take profit поставим сюда, это будет гораздо логичнее и правильнее. Вот. Так. Вот так. Подтверждение. Здесь мы вошли, сюда стоп, и сюда конечку. Теперь посмотрим, что у нас здесь сделал S&P 500. Так. S&P 500 даже не дошел до этого. Да, он не смог дойти до... Не смог сделать глубокий откат. Потому что вот этот ордер-блок, где находится, то есть вот ордер-блок на S&P 500 где находится, а на NASDAQ мы уже пришли. Значит, у нас есть SMT дивергенция. Дальше остается просто сопровождать нашу сделку. И вот как раз, и как только цена сняла нашу ликвидность, она делает откат. И затем продолжает свое падение. Это движение, так, я поймал. И кроме меня еще поймали другие мои студенты. Давайте разберем вторник. Вот, вторник это Архан. Это торговля еще от понедельника его. Вот его отчеты. Здесь работа уже Карада. Так, он поймал как раз-таки лонговое движение, вот это все с лондонской сессии в Лондоне. Нет, это не Лондон, это 9:10 до дневного имбаланса. Так, здесь
Вот Xenoflash тоже поймал шортовое движение. Здесь зашел в шорты, sell, позицию закрыл, не показывает. Так, это Александр. Он уже вот здесь смело таргетируется прямо на sell сайт азиатской сессии. Потому что он знает, куда точно цена. Вот, когда еще цена находилась вот тут, он уже вот тут заходит в позицию, измеряет дистанцию, отмечает свой таргет. Вот. И вот, пожалуйста, отработка его. Полностью отработал. Это Архан. Он тоже поймал это движение. Шорты. Вот. Красавчик. Xenoflash. Вот зашел, вышел здесь в позиции. А это моя сделка. Вот как раз таки здесь в начале движения зашел. И take profit у меня был как раз таки первый take profit. Вот этот уровень. Это sell side понедельника. И мы видим вот как раз таки цена. Так. Дошла. И вот это мои отчеты. А это уже вот когда закрылась. Цена закрытия 28 557. Давайте измерим это, где это. 28 557. Где это у нас? 500. Вот как раз этот уровень. Вот. Sell side, видите? Вот этот глобальный таргет туда и метился. Вот цена закрытия. Вот 28 557. Цена открытия 28 600. Это потом добавился еще. А первая позиция, вот где было, 29 633. Кроме меня еще вот опять Архан, потом это Аслан тоже торговал, поймал это движение. В общем, почти все студенты поймали это движение. Вот. С чем и поздравляю всех ребят. Это говорит о том, что все работают на одном и том же алгоритме. И здесь вот как раз-таки во вторник, да, цена дошла. Дальше уже потом никто не торговал. И тут ключевой момент. Как закроется теперь вторник? Надо было обратить на это внимание. Все отработали, и вот начинается PM-сессия, и мы видим то, что цена обратно возвращается, стремительно возвращается вовнутрь рейнджа. Обратно возвращается стремительно вовнутрь рейнджа и закрывается внутри рейнджа. Все лишнее можем теперь удалить. Вот, пожалуйста. Так, теперь мы должны посмотреть на старшем таймфрейме, куда и что и как цена может двигаться. Да. Теперь вот дневной таймфрейм. Мы здесь сформировали снова rejection блок. Rejection блок и снизу, и сверху. Вот. Два rejection блока. Запомните, ребята, такое вы, по-моему, даже нигде не найдете, ни в каком учебнике. Да? Но это то, что работает в рынке. Rejection блоки это магниты для цены. Вот, чтобы запомнили вы, даже вот сюда поставили специальный магнит, чтобы вы запомнили это. Так, ну, что он не ставится? Дай бог, ладно, бог с ним. Вот, rejection блоки это магниты для цены. Они всегда будут притягивать цену.
цена сначала притянется к этой области, диапазону, и затем будет притягиваться в противоположную сторону rejection block. Если у вас вот цена находится между ними, и как только цена притянулась к одной из них, то можно смело работать уже в противоположную сторону. Вот мы отметили, у нас вторник закончился. Теперь будем работать со средой. Формируется у нас вот азиатский рейндж. И вот мы видим, что цена притянулась сначала в диапазон rejection блока, который находится снизу. И здесь, после того, как цена уже притянулась, можно уже работать в противоположную сторону. Но тут, допустим, здесь, если кто-то отработал, сейчас посмотрим работу студентов, кто работал в среду. Вот. Так, это у нас Александр. В нью-йоркской сессии работал в шорт. Окей. Так, Архан работал в 16 в лонги. Он, наоборот, поймал это движение в лонг. Это анализ Александра. Он работал в лонг. Вот. Тейк здесь. Вход здесь. Значит, работали Александр, Архан. И все. В среду больше никто не торговал. В принципе, и правильно. Запомните еще один такой инсайт, ребята. Когда вы видите вот такое сильное движение внутри одного дня, то с большой вероятностью в следующий день цена будет находиться в консолидации. После вот таких дистрибуций цена всегда начинает движение с консолидации, потому что у нас здесь цикл PO3 завершился. У нас была аккумуляция, потом манипуляция и дистрибуция. И тут начинается новый цикл. Аккумуляция, потом манипуляция и дистрибуция должна быть. И здесь как раз-таки в среду цена сформировала аккумуляцию сначала, затем сделала манипуляционное движение. Но вот тут можно было отторговать вот этот Нью-Йорк. Почему? Потому что мы здесь сформировали low resistant ликвидность снова. Вот она. Здесь low resistant есть. И как только вот здесь мы увидели бы SMT-дивергенцию, можно было бы войти в позицию. Вот, пожалуйста, здесь у нас SMT сформировано. А тут... Опс. Так. Соседний. Вот даже вот этот у нас. Вот он. NASDAQ забирает, зачищает. Да, вот здесь. Эту ликвидность. S&P 500 не доходит до этого уровня. NASDAQ доходит. И здесь просто нужно было бы посмотреть, будет ли слом структуры. Нарисуется ли. Так, на M5. И плюс можно было бы вот это движение измерить через STDV отклонение. Вот тут у нас high сформирован. Так. Здесь high, здесь low. Ну-ка, STDV. Да, как раз таки вот цена уже здесь дошла до 4 и 4,5 отклонения диапазона. Здесь с большой вероятностью возможен разворот уже. Поэтому тут нам нужно отметить сразу наши ключевые уровни. Вот у нас уровень циста и МСС. Вот тут будет слом через МСС. Если цена перебьет этот уровень, значит у нас подтверждение будет слома. Вот. Вот здесь, вот, слом подтвердился.
подтвердился. И это еще до начала Нью-Йоркской сессии. Но мы здесь оставили имбаланс. Вот он. Имбаланс оставили. Значит, как раз-таки displacement candles были сформированы. И в Нью-Йоркской сессии, если цена придет сюда обратно, то можно просто лимитку поставить с таргетом на вот эту low resistance ликвидность. Видите, здесь прям нафармено. Вот этот хай, они все открытые. Поэтому можно было бы таргетироваться на эту ликвидность таким вот образом. Цена, не доходя до имбаланса, смотрите, это breakaway gap. Снова, видите, breakaway gap. Когда breakaway gap формируется, цена агрессивно двигается, без особых откатных движений. И тут, так, на М1 давайте посмотрим. На М1. Так, и это S&P 500 тоже посмотрим на М1. Так, здесь CPI. Тут CPI еще был уже, да? Минус. Вот, это значит CPI тут был. Я вообще забыл про CPI. Окей, вот тут SMT у нас как раз-таки и сформировалась. Так, это можем сделать. S&P 500 забирает ликвидность, вот, CPI, а NASDAQ, не доходя до него, разворачивается. Вот у нас где SMT было сформировано. Вот. И на М1 вот у нас после формирования этого, вот у нас уровень цист. Слом структуры был. И вот, пожалуйста, у нас displacement candles. Опять серия бычьих свечей. Раз, два, три, четыре. Вот. И внутри них самая большая, которая, вот она первая. Внутри этой свечи как раз-таки формируется у нас имбаланс. Пожалуйста. Сформировался имбаланс. И цена возвращается, тестит ее. И дальше двигается в сторону ликвидности. Так. То тут можно было бы как раз-таки вот отсюда поймать. Ну-ка, посмотрим, где ребята половили. Александр. Он еще раньше здесь поймал вход. До Нью-Йоркской сессии еще. Он поймал прямо здесь. В 8:30. До CPI. Да, как раз таки, по-моему, здесь CPI было. Вот. И цена сразу улетела в лонг. Как раз таки Александр, вот он делился недавно у нас в закрытом телеграм-канале своим опытом. Чтобы лучше понимать алгоритм, достаточно изучить хорошо одну концепцию. Одну. Немного. И доработать то есть пробэктестить ее до идеала. Много не надо. Главное сначала выучить одну точную модель торговли, допустим, одну концепцию, один метод анализа, и его, то есть до идеала довести, потом уже на нее можно накладывать другие инструменты. Вот тогда у вас будет торговля более качественная. О чем он и говорит. Он 17 раз пересматривал весь мой менторшип. Да, и каждый раз он говорил то, что он находил что-то новое для себя. Каждый раз. Хотя я повторял еще в начале, да, когда только-только стартовала
группа первая. Я тогда еще говорил ребятам: ребята, здесь много информации, да, внутри курса. Объем очень большой. После того, как вы пройдете обучение, вам нужно сделать что? Сначала научиться хотя бы по одной концепции работать идеально. Это может быть, это будет LMXM модели, либо это будет квартальная теория, либо Double Purge, либо отложенная доставка. Главное, чтобы одна модель у вас была точно, идеально выученная, потому что все тонкие моменты, как работают концепции, внутри курса уже есть. Да? То есть база у вас есть, вам теперь нужно эту базу освоить. Не надо цепляться сразу за несколько. Это будет сложно, и мозг просто выгорит. Лучше начать с одного, а потом уже накладывать на этот каркас другие. Вот тогда у вас будет введение улучшаться и улучшаться. Вот что и показывает вот работа Александра. Вот, пожалуйста, заранее уже ты знаешь, куда будет двигаться алгоритм. Ты уже будешь заранее знать. Вы тоже можете достичь именно такого уровня. Вам только нужно, опять-таки повторяю, пройти курс, потом выбрать себе наиболее подходящую концепцию, работать только с ней, и когда вы уже выучите ее, потом уже переходить к другому. И так постепенно накладывать один инструмент на другой. И в итоге, в конце концов, вы придете к комбинационному анализу несколькими инструментами. И там уже чтение алгоритма у вас будет гораздо выше, на лучшем уровне. Это вполне достижимо, да, потому что вот ребята, все, кто обучаются, кто пришли первее, вот их результат вы видите. И глядя на их работу, можно уже сейчас предполагать, то, что вы тоже придете к этому. Вам просто нужно правильно двигаться внутри курса. А не быстро-быстро переходить сразу выучил, все, прошел весь курс, но потом в итоге сидишь и думаешь, ничего я толком и не понял все равно. Чтобы понять, надо все это разжевать и осмыслить. Все уроки, которые собраны внутри курса, они все рабочие, они все работают. Все до единого. Надо только набраться терпением и работать над собой. Поэтапно, не спеша. Трейдинг это не для тех людей, кто ожидает быстро получать результат. Нет. Все, кто сейчас показывает вот эти результаты ежедневные, да, вот у них, их бэкграунд, за их плечами стоит длинная дорога, длинная дистанция. Никто еще не достиг таких, да, именно такого уровня понимания за какой-то там, за месяц, за 2 месяца, за 3 месяца. Я дам гарантию, 100% гарантию. Никто даже не достигнет этого. Поэтому, если кто-то думает, что с помощью трейдинга я за месяц, за 2-3 месяца добьюсь каких-то финансовых успехов, то он ошибается. Разово, может быть, да, чисто на везении, как вам сказать, когда вы попадаете в тренд, это может, да, попасть. Раз, два, 3 раза чисто фартануть. Но в долгосрочной перспективе такого не будет у вас. Да, прибыли всегда. Так. Где мы вошли бы? Так, давайте продолжим. И вот тут как раз-таки здесь вы зацепили бы. И на М1, смотрите, ребята, я всегда повторяю, что цена двигается в большинстве случаев через PO3, через Power of 3, через силу 3. Это аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. И вот тут, пожалуйста, вот здесь была аккумуляция,
Вот здесь была манипуляция, вот, манипуляционное движение. И движение в противоположную сторону к манипуляции, это будет уже дистрибуцией. И вот дистрибуция. Просто нужно сесть и работать на бэктестах, на истории, чтобы выработать насмотренность. Как только вы выработаете эту насмотренность, вы будете видеть везде. Как только будет сформировано PO3, LXM модели, вы будете это видеть. А это будет увеличивать ваш шанс, да, быть успешным на рынке. Потому что как только будет сформирована аккумуляция и манипуляция, вам остается лишь войти в дистрибуции. И все, и поймать эту дистрибуцию. И вот достигли этого таргета. И теперь, так, на 4-часовом таймфрейме давайте посмотрим это. Это можем удалить. На 4-часовом таймфрейме мы как раз-таки здесь у нас был диапазон 4-часового имбаланса. Вот он. И цена пришла, протестировала этот диапазон. И вот, сейчас я отмечу этот диапазон, чтобы было видно вам потом. Вот. Так, на М15, смотрите. Надо всегда наблюдать на М15, либо на H1, как цена будет закрываться, как свечи будут закрываться. Вот первая свеча забрала ликвидность этой предыдущей свечи и закрылась внутри. Все. Значит, здесь у нас есть вот снова... Так, сейчас удалю это все лишнее. Так, смотрите. Вот здесь эта картина, вот смотрите, запомните, эта картина почти идентична с тем, что у нас нарисовалось на недельном таймфрейме. У нас на недельном таймфрейме вот такой же имбаланс, и внутри него вот этот swing low стоит. И цена как раз-таки двигалась к этому направлению. Смотрите здесь, что произойдет. Цена тоже придет. Первая ликвидность в этом пути будет вот этот лоу. Я об этом уже говорил несколько раз на своих стримах. Свинг, который находится внутри имбаланса, это всегда таргет. Это ликвидность. И теперь, вот здесь у нас остался 15-минутный баланс, который не был протестирован. Вот. Видите, цена как раз доходя до этого имбаланса, она развернулась, даже не вошла в диапазон. Вот это 15-минутный имбаланс. Плюс здесь у нас вот опять rejection блок. И внутри rejection блока снова вот ликвидность. Такие свинги, они тоже всегда, ну, в большинстве случаев будут служить ликвидностью. Вот тут многие как вам, получили стопы, потому что думали, все, вот здесь аккумуляция была, манипуляция, и дальше сейчас будет движение в лонг. Но теперь смотрите, здесь такой интересный момент. Если мы разделим этот диапазон на премиум и дискаунт, вот здесь премиум и дискаунт. Цена спустилась вот в дискаунт, но она не дошла до POI. Вот 15-минутный имбаланс. Здесь она не доходит. Значит, цена еще не завершила свою миссию. Здесь еще не закончила свои дела. И поэтому после этого цена спускается.
Так, сейчас. И затем только после этого уходит. И смотрите, вот здесь я не зря отметил, да, этот лоу. Как свечи закрываются здесь? Вот забрали ликвидность и закрываются телом как раз-таки выше этого уровня. Что и подтверждает, опять-таки, что я говорил недавно и на предыдущих стримах. Любой свинг, который находится внутри диапазона rejection блока, это всегда ликвидность. Если у вас такое будет сформировано, будьте осторожны, да. Лучше дождаться свипа, зачистки, либо работать по направлению к этой ликвидности. Здесь у нас сформировался SMT, как раз с S&P 500, вот он, что и стало подтверждением так, разворота SMT моментум. Вот. И SMT было сформировано между днями теперь. Между днями. Это сильный SMT. Я удалил их. Это сильный SMT. Теперь здесь уже в среду отторговали. Показал, как ребята здесь вот, торговали в среду. Вот, среда. Александр и Архан торговали. Теперь четверг. Вот Евгения. Так, это 10-14, значит, в нью-йоркской сессии она торговала. Дальше Сакен. Так, это я. Четверг. Окей, прокрутим теперь. Азиатскую сессию мы не торгуем. Лондон. Не торговали ребята, все торговали в нью-йоркской сессии. И теперь тут все было просто понятно, да, потому что четверг, как он начинался четверг? Мы видим, Азия была в расширении, значит, это был X. Если это X, значит, день формируется через XAMD. Так, через XAMD. И вот аккумуляция как раз-таки, вот диапазон аккумуляции. Мы должны были увидеть зачистку одной из сторон в нью-йоркской сессии. Сейчас мы дождемся Нью-Йорка. Здесь так, 9:30. Вот тут начинается Нью-Йорк. Упс. И мы видим, как раз-таки здесь формируется у нас SMT моментум. Вот. SMT моментум формируется после подтверждения слома структуры. Вот цист у нас здесь был. Вот цист был. И после него у нас формируется вот SMT моментум. Это самый идеальный момент, чтобы поймать движение. SMT моментум дает вам дополнительное подтверждение, что ваш прогноз верный. Если у вас уже сформировано SMT Direction сформирован, вот у нас здесь SMT Direction, затем цист, вот тут, это M5 же, вот тут. Затем после циста вот в нью-йоркской сессии. И здесь нам нужно искать вход, вот тут, после формирования SMT моментум. Вход был бы где? Вот здесь у нас был бы цист на M1. Так. Это у нас breakaway gap. Breakaway gap. Вот. И вот следующий имбаланс.
Здесь, вот тут у нас брейкер-блок. Так. Так. Разделим это теперь на премиум и дискаунт, вот это движение. Окей, цена находится, только-только спускается обратно в дискаунт. Так. Но цена еще находится в премиуме. Как только спустится в дискаунт, тогда можем... Упс. Есть вот тест дискаунта. Так, вот здесь теперь можно искать вход. Поняли, да, почему здесь вот тут не искал вход? Потому что снова надо определить наш премиум и дискаунт, то есть range, dealing range определяется. Вот наш dealing range. И ждем, когда цена спустится в дискаунт. Именно в нью-йоркской сессии. Вот. В дискаунт и протестирует POI. 15-минутный, может быть. Так, сейчас 15, М15 посмотрим. Так. Значит, это уже здесь инверсионный имбаланс. Это инверсионный имбаланс. Вот он. IFG. Вот диапазон инверсионного имбаланса. И тут теперь можно... здесь теперь можно искать позицию для входа. Надо увидеть displacement candles. Так, на М3 может быть есть. Вот на М3. Вот эта серия бычьих свечей. Видите? Серия бычьих свечей. Это displacement candles. Это и есть. И внутри них вот здесь имбаланс. Маленький диапазон имбаланса формируется. Можно поставить лимитку сюда. Есть, вошли. И смотрите, как только мы, то есть цена пришла в этот диапазон, сразу улетела моментально. Так, тут теперь таргетироваться куда? Таргетироваться на вот этот high. Можно было бы, но будет опасно, потому что это protected low, protected high. Здесь ордер блок. Надо таргетироваться здесь именно в диапазон, то есть до ордер блока. Так, ордер блок. Здесь вот этот уровень. Вот он. Если будем ставить тег именно сюда, к нему, то
вероятность, что ваш take profit отработает, будет высока, потому что это protected, защищенный high. Начинается новый день. И есть, отработали. Пожалуйста, take. Теперь посмотрим, кто работал у нас в четверг. Так, в четверг у нас работала только Евгения и Сакен. И я. Вот, пожалуйста. Так. Вот мой вход, как раз таки, где я сейчас вам показал, 28 659. Вот этот уровень. 28 659. Так, на М1 где это было? Вот этот имбаланс был здесь. И 28 659. Вот здесь был. Вот здесь у меня был вход. Вот этот вход. 28 659. Тут уже добавлялся. Первый take profit здесь, и второй take profit вот сюда был поставлен. 29 390. 29 390. Вот сюда. Вот сюда был поставлен второй take profit. Так, потом мы работали еще и в пятницу. И вот эту позицию я держал, закрыл здесь две свои позиции, а первую оставил с таргетом 29 389. Вот, 29 389. Потом здесь добавился еще, ну это уже в нью-йоркской сессии. Здесь снова Александр тоже так же отработал в лонги. Вот. Здесь пошел и тут вышел. Так, это Архан. Также в лонг отработал. Это Никита. Здесь вот поймал buy. Стоп здесь находился. Сюда take. Это Серджио. Тоже в лонг. Архан. Вот его сделки. Это уже в пятницу он работал. Вот он. И вот моя... Так. Вот вход был в четверг здесь, после Turtle Soup. Здесь добавлял позиции в пятницу. Позицию оставил открытой. Вот здесь. И мы видим... это в пятницу тоже моя работа. Здесь 29 270. Была открыта позиция. В общем, здесь пятница была такой. Так, сделаем так. Здесь был Seek and Destroy профиль в пятницу. Seek and Destroy профиль какой вот. Азиатский рейндж мы сняли сначала sell side, потом buy side, вот его. Вот я отмечу. Так, buy side ликвидность и sell side ликвидность здесь. Вот она. И sell side ликвидность, да. Сняли сначала sell side, потом buy side. И в Нью-Йорке снова снимаем. Так, сделаем вот так.
Теперь снимаем sell side ликвидность Лондона и потом buy side ликвидность Лондона. Это и есть Seek and Destroy профиль. Сначала формируется азиатский рейндж, вот такой. Потом в Лондоне мы снимаем обе стороны Азии. Потом формируется рейндж лондонской сессии. И в Нью-Йорке мы снимаем тоже обе стороны Лондона. Это и есть Seek and Destroy профиль. Зная это, вы можете то есть смело торговать внутри таких дней. Хотя для тех, кто не знает этот профиль, это смертельный день будет для их депозита. Потому что люди, которые не понимают, как это торговать надо, они будут здесь входить, вот тут будут входить в лонги, поймают здесь стоп. Потом будут входить здесь в шорты, поймают здесь стоп в развороте. Снова будут входить, и таким образом стоп за стопом. И слив депозита здесь, в таких днях очень велик. А если знаете, как торговать, то вот можно отторговать вот таким вот образом, зная направление. И тут я оставлял позицию открытой. Значит, так, эта пятница закончилась, и мы знаем, что новая неделя, она открылась с большим гэпом. И тут все тейки у меня сработали. Это было, так, значит, 15 июня. Если посмотрим, вот 15 число. Так, вот. Вот, пожалуйста, здесь скриншот. И вот отработка этого. Так, цена закрытия 30,169. Цена открытия 29,270. И вот отработка этого тоже трейда. Но это уже на завтрашний день. Таким образом, теперь сделаем глобальный один анализ, чтобы было все понятно, все. Так, это все. Теперь, как это формировалась неделя, да, вот это наша прошедшая неделя. Здесь у нас было понедельник и вторник частично сформировали аккумуляцию. Затем во вторник мы сделали в нью-йоркской сессии манипуляцию. И дальше была уже дистрибуция. И зная это, да, на следующую неделю у нас байс был бы лонговый. Байс был бы лонговый до вот этого таргета. До этих таргетов. Если какой-то из них... В первую очередь, если один из трех активов достигнет этого уровня, либо же достигнет ордер блока, который формирует этот хай. Потому что этот хай у нас protected тоже. Вот тут этот ордер блок, он сильный уровень. Но это мы завтра разберем. Цена уже находится в фазе дистрибуции. И внутри фазы дистрибуции цена, как она двигается. Она двигается через ERL, RL. Она будет сначала делать смещение. Внутри смещения будет создавать имбаланс. Затем будет возвращаться, тестировать этот имбаланс. И потом после теста снова быстрое импульсивное движение, взрыв. И также снова здесь имбаланс. От теста имбаланса дальше продолжение движения. Вот. Но это будет завтра, на завтрашнем обзоре. Из-за того, что были технические проблемы, не смог в прошлую субботу, поэтому сегодня сделали рекап прошлой недели, а текущую неделю завтра сделаем. Я сам, к сожалению, у меня сейчас очень мало времени, не торгую так активно, но скоро вернусь. И будут уже
буду делать в закрытой группе для студентов в конце торгового дня анализ, ежедневный анализ. Какой был день, какой дневной был профиль, как надо было делать анализ по квартальной теории. И все такие тонкости буду делать ежедневно теперь, дай бог, чтобы было лучше понимать студентам и осваивать материал на реальных примерах рынка. Все, на этом все, ребята. Всем спасибо, всем хороших, удачных выходных. Завтра вас жду. Если будет интересно, приходите на стрим, будем разбирать эту текущую неделю и делать анализ на следующую неделю.